Когда центральная нервная система начинает посылать импульсы по мотонейрону к мышечному волокну, происходит мышечное сокращение. И вот как это происходит. Между аксоном мотонейрона и клеточной мембраны мышечной клетки находится нервно-мышечный синапс. Когда по мотонейрону проходит импульс из центральной нервной системы, в нервно-мышечный синапс выделяется нейромедиатор– ацетилхолин и связывается с рецепторами на мембране мышечного волокна. В ответ на это в мышечное волокно входят ионы натрия. Заряд мембраны меняется, и она переходит в возбужденное состояние. Далее возбуждение распространяется по Т-трубочкам вглубь клетки, переходит на мембраны саркоплазматической сети, и из цистерн саркоплазматической сети высвобождаются ионы кальция. Ионы кальция связываются с белками, блокирующими актин. Конфигурация белковых молекул меняется, и миозин получает возможность соединиться с актином. Это активирует фермент АТФ-азомиозина, который входит в состав миозиновых головок. АТФ-аза миозина расщепляет аденозин-трифосфат, высвобождая энергию для сокращения. За счет этой энергии головки миозина тянут актиновые нити, продвигая их к центру саркомера. И саркомер, сокращаясь, укорачивается. Затем, также за счет энергии аденозин-трифосфата, кальций перемещается обратно в цистерны, а головки миозина отделяются от актина. Нити возвращаются в исходное положение, миофибрила, расслабляясь, удлиняется.